So I think we should talk about how to purify karma now. Теперь, думаю, нам следует поговорить о том, как очищать карму. Back to junior school. Вернемся к младшей школе. University is too heavy. Университет — тема слишком тяжелая. So, two levels of practice, as Rinpoche says. Как говорит Лама Сопа Ринпоче, есть два уровня практики. Immediate, most urgent. Первый уровень практики — самый насущный, незамедлительно нужный. Перестаньте засевать новые неблагие семена. Control your body and speech. Контролируйте свое тело и речь в контексте обетов. The more we understand the power of vows, the more easy this is the way to live our life. Чем больше мы понимаем силу обетов, тем проще нам вести свою жизнь. So let me repeat. Позвольте повторить. Let me repeat. Yeah, okay. So every millisecond what we think and do and say is a karma. Каждая миллисекунда всего, что мы делаем, думаем и говорим, это карма. Well, what we do and say on the basis of what we think. То, что мы делаем и говорим на основе того, что думаем. Мы засеваем семена. Programming our minds. Программируем свои умы. Каждую долю секунды. И каждая из этих семян в той или иной форме в будущем созреет. Каждую секунду мы порождаем свое будущее. Мы это делаем. А если мы это начнем понимать, то будем чрезвычайно осторожны, правда же? Чрезвычайно смотрительно. Самый первый уровень, как я упоминала, в том, чтобы воздерживаться от неблагого, по меньшей мере. По крайней мере, делать это. But merely sitting here not killing and not lying and not stealing is not creating any karma whatsoever. Но если мы просто здесь сидим, не убивая, не воруя и не прибегая к лжи, мы тем самым не создаем никакой кармы. Karma is created by the mind first. Карма в первую очередь создается умом. Должно присутствовать намерение. Everything exists on the tip of the wish, the thought, as Rinpoche puts it. Все, как это формулирует Лама Сопа Ринпоче, существует на острие желания, мысли. So, as Rinpoche says, merely being a nice person isn't enough. И, как говорит Лама Сопа Ринпоче, недостаточно просто быть хорошим человеком. So we have to have the mind's got to be proactively involved. Ум должен быть проактивно вовлечен в процесс. The mind is what puts impressions in the mind. Именно ум в уме оставляет отпечатки. An action done without the mind is not karma. Действие, совершенное без ума, не карма. So we need bucket loads of very bare first level of the virtuous, the positive karmic seeds of intentional non-killing, non-lying, non-stealing. Нам нужно изобильное накопление намеренного не убийства, не воровства, не лжи. And of course, as we progress, proactive, intentional, virtuous seeds of love and compassion and generosity and kindness, of course. Разумеется, по мере того, как мы продвигаемся, нам также будут нужны намеренные семена намеренного добродетельного, намеренных добродетельной любви, сострадания, щедрости и доброты. Но первый уровень — воздержание от причинения вреда. And why we have to make effort to do that Почему нам необходимо предпринимать усилия, чтобы это осуществить? is because we're familiar with the opposite. Потому что мы знакомы с противоположным. And it's the negative actions of killing, lying, stealing, etc., that ripen as our own future suffering. И именно намеренные действия кражи, негативные действия убийства, воровства, лжи и так далее и созревают как наши собственные страдания. 4 способами. Our type of rebirth, Наш тип перерождения, our tendencies, наши склонности, our experiences at the hands of others, наши переживания со стороны других и сама среда. we're the creators of this. Мы творцы этого. So we're trying to, at first, most urgent level, refrain from doing more negative things, refrain from sowing more negative seeds. Вначале мы по меньшей мере стремимся воздержаться от совершения большего числа неблагих поступков, от сосевания новых неблагих семян. So refraining from sounds passive, doesn't it? Слово «воздержание» как будто бы подразумевает какую-то пассивность, правда? Вот здесь мы прямо сейчас просто не убиваем.
But what's the mind doing? Но что делает ум? Okay, we happen to be hopefully creating the virtue of listening to the Dharma. Да, мы можно надеяться, рады, что создаем добродетельные семена посредством того, что That's слушаем pretty good. дхарму. Это уже довольно хорошо. When we're living day-to-day life Но когда мы ведем повседневную жизнь, and being normal human beings, проявляя себя как обычно нормальные люди, following attachment. мы по большей части просто следуем за привязанностью. So if we've got lots of good merit from past lives, Если у нас из прошлой жизни, мы в прошлой жизни принесли много благой заслуги, we'll have a house, у нас будет a дом life to live, и жизнь, food in the fridge, and a job, and money in the bank, еда в холодильнике, and a работа, husband and children. деньги в банке, муж, дети. That's not because we're such good people now. Но не потому, что мы такие уж хорошие люди That's сейчас. the fruit of our past virtue. Это плод нашей прошлой добродетели. Otherwise, we will be being homeless, В противном случае мы были бы бездомными, no job, безработными, no friends. лишенными друзей. Люди бы налгали, убивали бы нас, крали бы у нас. So we even have a bare minimum reasonable life. Так что если у нас даже есть минимально адекватный уровень жизни, That's the fruit of past virtue. это плод прошлой добродетели. If there's veggies in your garden now, Если в вашем огороде сейчас есть овощи, good now. дело не в том, что вы сейчас хороши, а в том, что вы в прошлом хорошо So what потрудились. we do is we have a good life. Что мы сейчас делаем? У нас хорошая жизнь. И мы думаем, ах, я такой хороший человек. I'm not killing, I'm not lying. Я не убиваю, не лгу. Well, you don't have to, Так и не нужно. because you've got such merit Потому что вы накопили столько заслуги, that no rats come along to get killed. что к вам не прибегают крысы, которых вы могли бы убить. No people pop up that you have to lie to. Не появляются люди, которым пришлось бы солгать. So we can fool ourselves Так что мы можем себя обманывать, and think we're such good people, думая, что мы такие хорошие люди, because life is just very comfortable. потому что жизнь у нас очень комфортная. If you've got a veggie garden full of veggies, Если у вас есть огород полный овощей, you don't have to make any effort. усилий прилагать не нужно. What happens is we then eat them all up. Но что затем получается? Мы все их съедаем, Good fortune, исчерпываем свою удачу and we forget to sow more. и забываем при этом засеять новые семена. So, being just resting on our laurels and living in our nice life, because mostly what we're doing is just following attachment. Просто почивать на лаврах и следовать за своей привязанностью недостаточно. А мы по большей части именно этим заняты, просто следуем за привязанностью. We need to create virtue. Нам нужно создавать добродетель, намеренную, Bare minimum, как минимум, intentional refraining from harming. намеренно воздерживаться от причинения вреда. Best way, Это самый лучший способ. easy way. Самый простой способ. There are 24 hours a day. Самый простой и лучший способ ставить заслугу 24 часа в Sowing сутки. seeds in the mind of non-virtue 24 hours a day. Засевать семена 24 часа в сутки, семена добродетели, de planter des graines de vertu 24 heures sur 24. And to be purifying our mind as well. и при этом также очищать свой ум, Atomic bombs on delusions. сбрасывать атомные бомбы на омрачение. That's the power of living in vows. Это вот сила обетов, мощь жизни в обетах. Поэтому примите I'm a решение. non-harming person. Я человек, не причиняющий вреда. You're like defining yourself as a non-harming Вы person. как бы определяете себя как в качестве человека, который не причиняет You вреда. live in the vows. И затем живете в обетах. Воздержание от убийства, воздержание от воровства, No jumping on the wrong partner. воздержание от того, чтобы прыгать на неподходящего партнера, воздержание от лжи. And then the fifth, if you want, is no alcohol and drugs. И пятый обет при желании, который вы можете принять, воздержание от алкоголя и интоксикантов. So having Всего 5 обетов. И наличие этих обетов, which, as the Buddha would say, are like in themselves as subtle physical energy that's visible to clairvoyance. которые, по словам Будды, являются сами по себе тонкой физической энергией, которая видима посредством ясновидения, This conscious decision, это намеренное решение once you've taken refuge, на основе принятия прибежища, to kneel in front of somebody, встать перед кем-то на колено и трижды повторить: I will never kill, «Я никогда не from убью, now till the day I die. отныне до момента своей смерти» и так далее, So potent, so обладает amazing, такой мощью, so special. столь изумительно, столь исключительно, 24 hours a day, так что вы 24 часа в сутки, пока вы соблюдаете обеты, even when you're asleep, даже когда вы спите, on the toilet, сидите на унитазе, in having sex with your best new boyfriend, занимаетесь сексом со своим лучшим новым парнем, 24 hours a day, 24 часа в сутки, you're ticking over virtuous karmic seeds, sowing virtuous karmic seeds, вы накапливаете, собираете добродетельные кармические and семена purifying your и mind. очищаете свой ум. So it's like an easy way to live a good life. Так что это как бы простой способ прожить хорошую жизнь. So tasty. Невероятно That's the first practice. привлекательный способ. The next Это one. первая практика. Вторая To purify. —
вещь — это очищение. The second level of practice. Это второй уровень практики. Take care of the seeds we've already planted in countless past lives. Вы заботитесь о семенах, которые уже засели в бесчисленных прошлых жизнях, And prevent them from ripening. и не даете им созреть. You don't fully remove them yet until you realize emptiness. Вы их не устранили полностью, не устраните полностью, пока не постигнете пустотность. But we can weaken them. Но мы можем их ослабить. And as Rinpoche says, И, как говорит Лама Суприм Паче, there's 4 opponent powers, as they call it. 4 противодействующие силы, как это называется. И вот с нашей стороны безумно эти 4 силы не применять. Chaque jour. Шаг-жур, каждый день. Just in case you didn't hear my French. Это на случай, если вы не поняли, что я по-французски сказала. Так вот, в чем же смысл этой практики очищения? На английском это описывается как 4 R. Regret. Раскаяние, Reliance. опора, The remedy. лекарство и решимость. So what are these? Что это за сила? Okay, the first one is acknowledging that I did this, this, and this. Первое — это признание того, что я сделал то-то, то-то и то-то. So if you've eaten poison, Если вы проглотили яд, obvious first step is to acknowledge you ate poison. очевидный первый шаг — признать, что вы съели яд. So our big problem is we get so messed up about this, we think it's called guilt. Наша проблема в том, что мы так во всем этом путаемся, что думаем, что здесь идет речь о чувстве вины. I always quote this. Я всегда привожу цитату из слов Его Святейшества. Как-то раз его спросили, What's the difference between what we think of as guilt, в чем различие между тем, что мы представляем себе как чувство вины, wholesome, intelligent attitude that's called here regret? и здоровым, разумным настроем, который здесь называется раскаянием. Well, as His Holiness said, Как сказал Его Святейшество Далама, вина. you look in the past, Подразумевает, что вы смотрите в you прошлое, go, I did this, и and I говорите, did that, and I did this, and I did that. я сделал то, я сделал это я сделала и сделала то, And then we automatically conclude, и автоматически вы делаете вывод. I'm a bad person. Я плохой человек. Doesn't it? Это совершенно естественно Or происходит, even правда like, же? you know, in there, what was it? I keep forgetting her name. What's her name? Или вот даже как в истории Сиши, как в том, о чем говорила Сиши. Mummy was mean to her. Поскольку мама с ней This is really not. дурно обращалась, а это не так-то редко случается, What did I do wrong? она спрашивала себя, что я сделала не так. Это очень распространенная вещь. Поразительно, правда же? Abuses us, and we think we did something wrong. Кто-то нами издевается, мы думаем, что мы сделали что-то не так. It's very fascinating. Это поразительно, правда? My feeling. Let's just talk about this for a second. Давайте на секунду, мне вот что представлять, давайте секунду I на think эту it's тему linked to побеседуем. this. I think it's linked to this business of attachment to reputation. Я думаю, что это все имеет отношение к привязанности к репутации, связано с нашей привязанностью к We have репутации. such craving. Мы так страстно желаем, Seen to be a good girl. чтобы нас воспринимали как хороших девочек. Immense neediness in us. У нас сидит эта невероятная And then when someone says потребность в этом. Что когда кто-то говорит, что мы плохие, или нас бьет, naughty, but beats us, или даже не говорит, что мы плохие, а просто нас бьет, assume we must have been naughty. мы предполагаем, что мы должны быть плохо себя вели. Why are they approving of me? Я разочаровала этого человека, почему он меня не одобряет? Так что и здесь привязанность выступает как чувство источника страданий. Это действительно тяжеловесная идея, правда же? Она поразительна. Our own attachment. Наша Being seen as a good girl is so intense that when someone beats us, we assume we must have done something wrong. Наша привязанность к тому, чтобы выглядеть хорошей девочкой, настолько мощная, настолько сильна, что когда нас кто-то бьет, мы думаем, мы предполагаем, что мы сами сделали что-то не так. It's the symptom of a person with zero self-respect. И чувство вины демонстрирует полное отсутствие у нас самоуважения. This is what attachment is. Это и есть суть привязанности. Whatever someone says I am, I must be. Чтобы, как бы люди меня не описывали, я это и есть. No confidence to think, well, excuse me, I didn't do anything wrong. У нас недостаточно уверенности, что подумать, извините-ка, я никакой ошибки не допускал, идите вы к черту. Screw you. Пошли вы в жопу. We don't say that. Oh, mummy, Мы так не говорим. О, нет, мама, я, наверное, что-то не то сделала. because mummy's showing lack of approval. Потому что мама демонстрирует недостаточное одобрение. Shows how the depth of this attachment in us. Это показывает глубины привязанности на нас Reliance upon another person's opinion about us. и нашу опору на то, что о нас думает другой человек. So guilt is, I'm a bad person. Чувство вины говорит, я плохой человек. Well, that's anger, isn't it? Это гнев, правда же? True anger.
Прислушайтесь к гневу. Ты сделал то, ты сделал это, ты вот это сделал, и ты плохой человек. Это ровно то же самое, что и чувство вины. Гнев. Только здесь вы объект. Что такое раскаяние? Ибо святейшество описывает. Первая часть та же самая. Вы смотрите в прошлое. Я сделал то, и сделал это. Я сделал то, но затем вы говорите, что я могу по этому поводу предпринять? Это совершенно здоровый настрой. Когда присутствует чувство вины, мы всего этого даже не слышим. Потому что мы преисполнены двойственной модели, где есть хорошее, плохое, вознаграждение и наказание. И нам нужно быть очень сознательными, чтобы обрести способность изменить этот настрой. Обычно наша реакция — это либо чувство вины, и кто бы нам ни говорил, что мы плохие, мы им всем верим, или мы виним всех остальных. То есть, как в случае с ядом. А у тебя в обеде был яд, Робина. О, я проглотила яд, я такой плохой человек. Каждым днем все больше и больше заболеваешь, я такой плохой человек. Странно же, правда? Вы сами себя уничтожаете. Совершили действие. Или думаете, что совершили действие. И вывод — я плохой человек. То есть действие здесь подобно тому, чтобы проглотить яд. Или у тебя в обеде был яд, Робина. А кто его туда засунул? Вы ищете, кого бы обвинить. Между тем продолжаете жрать яд и умираете. Но главное найти кого-то, чтобы обвинить. Третий вариант еще смехотворней. У тебя в обеде яд, Робина. Ты проглотила яд? Нет, не проглотила. То есть чувство вины, обвинение, отрицание. Потому что для нас нестерпимо видеть факты. Если вы проглотили бы яд, то вы бы себя так не вели, очевидно. Потому что в том, чтобы съесть яд, никакого морализаторского компонента нет. Это чисто практический вопрос. У вас аллергия. Если вы узнаете, что какая-то еда навредит, если у вас, например, аллергия на арахис, или вы просто видите какую-то пищу, которая навредит вашему желудку, вы немедленно перестаете ее есть. Вы не испытываете чувство вины, вы не обвиняете и не отрицаете. Вы рады выяснить факты. И теперь вы говорите, ну я идиотка, что проглотила яд. Ну-ка быстро, что можно по этому поводу предпринять? Здравый смысл. Вот это нам и нужно развивать. Раскаяние и является вот этим. Это сложно. Мы очень эмоциональны на этот счет. Выискиваем всевозможные поводы соскочить с крючка. «Ой, нет, это не моя вина, у меня не было выбора, я только и мог убить в этой ситуации». Или мучаем себя чувством вины. Или для нас все настолько нестерпимо, что мы даже посмотреть на факты не можем. То есть тут нужно просто признать, что мы здесь совершили глупое действие. И признать в теории, поскольку мы пока не ясновидящие, что в будущем мы будем страдать. И признать, что, признавая, что я не хочу страданий, я в силу этого настроя пробуждаю здоровый настрой раскаяния. Как бы думаю, ну я идиотка. Я лгала, крала, убивала, изменяла Хосе. Но я и дура. Не хочу же страдать. Это как бы доброта по отношению к себе. И очень много времени уходит на то, чтобы к этому прийти. Потому что мы так увязли в стыде, чувстве вины и тому подобных вещах. Мысли о том, что мы плохой человек и тому подобное. И нам по-настоящему нужно поразмыслить над смыслом кармы, прежде чем мы поймем, что такое раскаяние. Это распознавание того, что нет вознаграждения и нет наказания. Никто не заправляет происходящим, за вычетом меня. На это уходит время.
So that's regret. Это раскаяние. Of course you'd regret. Разумеется, вы раскаиваетесь. Who wants suffering? Кто хочет страдать? Sick of it, you know? Меня тошнит от страданий. So depth of your heart, you happily regret. Так что вы от всего сердца с радостью раскаиваетесь. Killing, lying, stealing, bad-mouthing, cheating. В любых убийствах, воровстве, лжи, очернении других, изменах, которые вы совершали с безначальных времен. Happy to regret it. Вы так рады в этих вещах пораскаяться. Want future suffering. Ведь я не желаю будущих страданий. Меня тошнит от страданий. So whom can I turn to? К кому я могу обратиться? Where's the doctor? Где врач, Who can give me the medicine который даст мне that лекарство, I can use которое я смогу to использовать, fix myself? чтобы себя исцелить? And this is the difference between the Christian view and the Buddhist view. В этом вот различие между христианским и буддийским воззрением. One, В первом, confessing, of course. первый пункт подобен исповеди, верно. Première chose, c'est comme la confession, bien sûr. But the second part, Но вторая I have часть to beg God to forgive me. подразумевает, что Бога я должна молить о том, чтобы Он меня простил. I'm not criticizing this view. Я не критикую это воззрение. Very amazing, Оно изумительно. because God is your creator. Ведь Бог ваш Творец. Si Dieu est votre créateur, You went against His wishes. Вы совершили что-то противоположное Его желаниям Him to forgive you. и отчаянно желаете, чтобы Он вас простил. Nothing wrong. Чего плохого в этом нет. But this is not the view here. Но не таково буддийское Buddha was a воззрение. nice guy. Of course he'll forgive you. Будда был хорошим парнем. Конечно, Он вас простит. But it's not the point. Но не в этом суть. That's not what changes. Не это все изменит. Не это очистит. But that's our wish. А именно это мы и хотели бы. Мы хотели бы, чтобы нас кто-то снял с крючка. And that's why we always have the question, often people ask the question in Buddhism, where's forgiveness? И поэтому люди часто спрашивают, а где в буддизме прощение? So in my relationship with Jose, Например, я состою в взаимоотношениях с Хосе. Dans ma relation avec José, I'm always bad-mouthing him, let's say. И, скажем, все время его черню, He goes to work. очерняю. И он уходит на I feel all работу, this guilt. я испытываю чувство вины. And I'm terrified he'll reject me. Я в ужасе при мысли о том, что он меня отвергнет, по And I большей can't части. wait to get home that night. Не могу. These days we'll text him or something. Я не могу дождаться, пока он домой вечером придет. Или, скажем, в наше время смс-ку ему пишу. I'm so sorry, darling. Ой, извини, Хосе, я очень извиняюсь, прости, пожалуйста, дорогой. Frantic. I'm looking him in the eye, frantic to see that he hasn't given me up yet. По большей части я отчаянно боюсь. Я смотрю ему в глаза в надежде увидеть, что он меня не бросил, от меня не отказался. Да, я испытываю сострадание. donc oui, j'ai de la compassion. I am sorry. И я раскаиваюсь. Мне жаль. It's terror that he might finally give up on me. Но по большей части это ужас при мысли о том, что он может наконец-то махнуть на меня рукой. And when he says, all right, darling, I still love you. И он говорит, не страшно, дорогая, я все равно тебя Oh, люблю. the relief is enormous, isn't it? Ох, какое облегчение невообразимое, правда же? Это полезно. Mostly ego. Но по большей части завязано на In other эго. words, I'm demanding that he get me off the hook for my problem. Иными словами, я требую, чтобы он мне дал спуск относительно моих проблем. Sauf qu'il a- Et à cause du If he's really being my friend, Если он действительно мой друг, he will say, excuse me, Робина, он скажет, извини, don't Карабина, make me responsible for your pathetic feelings. не надо меня делать ответственным за твои жалкие чувства. responsable de tes sentiments pathétiques. Don't just ask me to get you off the hook. Не проси меня тебя с крючка снимать. De sauver ou de te- If you really are sorry for bad-mouthing me, Если ты действительно раскаиваешься в том, что ты меня you чернил, need to make a decision not to do it again. тебе нужно принять решение вновь этого не совершать. That's the real purification. Вот это подлинное очищение. And that's the point here. И в этом смысл здесь. So as long as he keeps getting me off the hook, Пока он продолжает меня снимать с крючка, à me, entre guillemets, and I don't do the fourth step, we're going to get there, мне дает спуск, но я не совершаю четвертый шаг, до которого мы еще дойдем. the resolve, То, I will not bad-mouth Jose for, let's say you start with 24 hours. я пока не зарождаю решимость, я не буду чернить Хосе, скажем, 24 часа, это начальный уровень. Пока я не скажу этого, pas à cette étape de résolution. Nothing will change. ничего не I'll изменится. just bad-mouth him again tomorrow. Я просто завтра продолжу его очернять. So forgiveness, we can misuse it. Et donc le pardon, Так что прощение мы можем злоупотребить. I'm kind of getting him to get me off the hook to make me feel better. Я как бы его заставляю мне дать спуск, чтобы мне было легче, чтобы я почувствовала облегчение. So regret, Раскаяние alors que le regret, this healthy attitude, — это здоровый настрой, I'm sick of this suffering. который говорит, меня тошнит от этого страдания. Nothing to do with compassion yet for him. Это пока никак не связано со страданием по отношению к Хосе. Речь обо I've got мне. to know that suffering. Мне нужно знать, что это страдание. connaît cette souffrance. I've got to acknowledge I'm sick of this pattern. Мне нужно признать, что меня тошнит от этой модели, тошнит от этого смехотворного
барахла. own sake, И ради самой себя I regret from the depths of my я heart. от всего сердца раскаиваюсь. Then I can turn for the doctor to get the medicine. Затем я смогу обратиться к врачу, чтобы получать лекарство. Это второй шаг. Опора. Buddha who will give me the methods. И Будда мне методы предоставит. And then the second part of reliance, Вторая часть опоры now I can have compassion for him. — это сострадание, которое я теперь по отношению к Хосе могу Like ощутить. we were saying before, Но, как мы говорили прежде, I can't have compassion for him я не могу ощущать сострадание по отношению к нему, until I have it for myself. пока не испытаю его к себе. The first step, А это как бы первый шаг — раскаяние. which is like renunciation. А раскаяние — аналогичное This is отречению. the first part of the second step, reliance. Давайте посмотрим на первую часть второго шага — опоры. This is our relationship with the Buddha. Это наши взаимоотношения с So Буддой. he's not our creator. Он нам не творец. He's like a doctor. Он подобен врачу. So the basis for turning to a doctor, there's two things, isn't there? Для того, чтобы в основе обращения к врачу кроются две вещи, You правда know же? you're sick and you want medicine, Нужно знать, что вы больны и хотите лекарства, or you want preventative, или хотите предотвратить болезнь. and you've got to have confidence that he's a valid doctor. И нужно иметь уверенность в том, что врач квалифицирован. Up to us. И здесь все зависит от нас. От нас требуется изучить Будду. We've got to know we're suffering, Нам нужно знать, что мы страдаем, know we don't want to suffer, знать, что мы не хотим страдать. which is regret. Это раскаяние. That's the first basis for turning to a doctor. Это первая основа для обращения к врачу. Then you've got to have confidence. И затем нужно иметь уверенность. The doctor's a valid doctor. Уверенность относительно того, что врач — доктор достоверный. А это проистекает из чтения, слушания и анализа. That's reliance. Вот это опора. That's refuge. Это прибежище. So delighted to find a doctor who's got medicine that you can use. И мы так рады отыскать врача, у которого есть лекарство, которым вы можете воспользоваться. So in that sense, you can see the relationship's fundamentally different than the relationship you'd have with Jesus as the man of us and God, you know, quite different. И здесь вы видите, что взаимоотношения очень отличаются от тех, которые у вас могли бы быть с Иисусом или Богом. Довольно сильно отличаются. And the second part, under the heading reliance, is where you have compassion. Вторая часть под заголовком «Опора» — это ваше сострадание. And it's odd that they call it reliance. И нам кажется странным, что это называется опорой. Odd. Странно. Just odd. Просто странно. Not bizarre. No, just a bit odd. Немножечко странновато. Okay, but Странненько. we can't get that. Необычно. Doesn't make sense to us. Поначалу мы не можем это понять, не можем увидеть в этом смысл. Так в чем же логика? Well, the way they talk, the Tibetans. Как это описывают тибетцы? Here we are, the second step, here, the Второй. second part. Вот второй шаг, вторая часть. Now what we're trying to do is cultivate compassion. Теперь мы пытаемся, вторая часть, второй шаг. Мы пытаемся теперь породить What I'm trying to сострадание. do now is first is renunciation. Что я здесь, Regret. что я здесь сначала пытался сделать? Породить Now отречение, I'm trying to раскаяние. get compassion. А теперь я стараюсь породить сострадание. Я пытаюсь породить So what's the сострадание. basis of compassion? В чем основа сострадания? Suffering sentient beings. Страдающие живые So if существа. I never met suffering sentient beings, Если я никогда не встречала страдающих живых существ, никогда не слышала о страданиях, how can I have compassion? откуда взяться сострадание? So we need suffering sentient beings. Так что мы нуждаемся в страдающих живых We существах. need suffering sentient beings. Мы нуждаемся в страдающих живых We, существах. we rely upon. Мы на них That's the- опираемся. В этом смысл опоры. I don't want them to suffer. Я не хочу, чтобы они страдали. In order to have compassion, Но для того, чтобы породить сострадание, мне нужно узнать о страдании. in that sense, they refer to it as reliance. В этом смысле они называются опорой. But the point is now compassion for those I've harmed. Но смысл теперь в сострадании к тем, кому я навредила, всем, кого я убила, кому я солгала, у кого я что-то украла, кого я очернила, Harmed кому я навредила in countless lives. в бесчисленных жизнях. So in Buddha's view, В буддийском представлении humans are pretty naughty. люди — существа довольно Animals are far worse. гадко себя ведущие, но животные гораздо Might be the хуже. most suffering of realms for the Buddha С точки зрения Будды, может быть, царство животных — это царство полное не самых больших страданий, because of the intensity of our suffering, но в силу интенсивности наших of our страданий, ego grasping, нашего цепления за эго, of our tendencies, наших склонностей, we go around harming all the time. мы все время вредим, все время причиняем вред. Eating, killing, slaughtering every second. Poor old animals. Look at the nightmare they live in. Несчастные животные все время пожирают, поедают, убивают. Посмотрите, в каком кошмаре они живут. Like one whale, Например, один big кит, fat whale. один большой упитанный кит One mouthful of one breakfast in her long 40-50 years of life. открывает рот, чтобы всего один раз, скажем, примерно один раз позавтракать в своей долгой жизни, которая может длиться до 40-50 лет. 40 million little sentient beings go in.
и внутрь попадают 40 миллионов крошечных живых существ. Это большой завтрак. Это она один раз рот открыла, чтобы один раз позавтракать. Одна самка кита. Вот это называется убийство. Это страдание. We've killed trillions of other creatures, ripped them to pieces. Look at the lions and everything. Look at the fishies, look at the spiders. Мы убили desperate, terrible suffering. Мы убили триллионы живых существ. Посмотрите, растерзали триллион других живых существ на части. Посмотрите на львов, посмотрите на рыб, посмотрите на пауков. Убили триллион других живых существ в силу своих нестерпимых страданий. Trillion times more powerful than the ego grasping of a human. И поскольку у животного неведение в триллион раз сильнее, чем цепляние за эго у человека, The negative karma is that much heavier. негативная карма гораздо тяжелее. So of course we have to regret. Так что нам, разумеется, Anything нужно I've раскаяться ever done since the beginning of time. во всем, что мы совершали когда-либо с безначальных времен, Any sentient being. чтобы навредить какому-либо живому существу. В этом всем я From раскаиваюсь the depths of my heart. от всего сердца. Because I no way want the suffering of the future. Ведь я знаю, что не желаю этих страданий в будущем. That's compassion for me. Это сострадание по отношению к себе. Now I can turn to the Buddha. А теперь я могу обратиться к Будде, опираясь на его методы, порадоваться тому, что у меня достойный врач. Now I can have compassion. И теперь я могу породить сострадание Those suffering sentient beings I've slaughtered and killed and harmed and ripped to pieces and raped and murdered. ко всем этим несчастным живым существам, которых я забила, убила, уничтожила, растерзала на части и изнасиловала. Few pathetic little things we've done as a human, a couple of abortions or something, it's like nothing. Те жалкие мелочи, которые мы совершали в форме людей, пара жалких абортов, это еще ничто. So we regret and then we have compassion. Потому мы раскаиваемся и затем порождаем сострадание. Such compassion. Невообразимое сострадание. Мне нужно очиститься ради их блага. And then if you're brave enough, И затем, если вы достаточно отважны, compassion for those who've harmed us. вы порождаете сострадание по отношению к тем, кто вредил нам. Если мы достаточно для этого отважны, если мы готовы, если мы способны, если в этом есть логика. And why? Почему? Because I've harmed them in countless past lives. Потому что я вредил или вредила им в бесчисленных They will прошлых жизнях. suffer unbearably in the future because of the harm they did me. А они в будущем будут нестерпимо страдать в силу того вреда, который причинили или причиняют Like мне. those young Tibetan nuns, Как говорили молодые тибетские монахи, не. В 20 former prisoners, all of whom had done some kind of meditation, into New York to meet His Holiness. В 2003 году, когда Ричард Гир пригласил 20 бывших заключенных тюрем, которые занимались своей жизнью медитацией в Нью-Йорк для того, чтобы они встретились с его святейшеством. And then some people like me he invited who worked with people in prison. Он также пригласил таких людей, как я, которые работали заключенными в And тюрьме. also it was a very moving day, all talking about their experiences, their suffering, the racism, the sexism, and all this and that, you Это know. был очень трогательный день, потому что люди говорили о своих страданиях, о расизме, сексизме и тому подобных вещах. And he invited 2 young Tibetan nuns, Ричард также пригласил 2 молодых тибетских and they're монахов, telling their suffering. которые рассказали о своих страданиях. Imprisoned and sexually abused and tortured for a couple of years. В тюрьме, где их пару лет подвергали сексуальному насилию и пытали. Well, first of all, for them, I think it was interesting for all the Americans, they weren't angry. Во-первых, для американцев было интересно, что эти монахини не испытывали гнева. Now, we just take anger for granted. Мы считаем гнев чем-то само собой разумеющимся. Behavior. Нормальное человеческое поведение. And if we're not angry, we've got a problem. А если мы не сердимся, значит у нас проблема. Давайте проанализируем гнев. Look at the philosophy of anger. Посмотрите на философию гнева. Naturally, if we have the view that we're a materialist, that mummy made us, Естественным образом, если мы материалист, нам присуще представление о том, что нас сотворила мать. Мы возникли в утробе своей матери. В этом наше начало. it's a very natural and healthy response. И тогда гнев — это совершенно естественный и логичный отклик. It's logical. Он логичен, It fits. соответствует Those young системе. women, Эти молодые женщины, скажем, не имели бы представления о карме. they wouldn't even hurt a fly, poor little Buddhist nuns. Они даже мухи в своей жизни не навредили, They бедные, wouldn't even hurt a fly. бедные маленькие буддийские монахи. They wouldn't even hurt a fly. Они бы даже мухи не стали вредить. So what have they done wrong to make people rape and torture them? Nothing, of course not. Так что же они такого совершили, чтобы люди их насиловали и пытали? Разумеется, ничего. Ничего такого в этой жизни они не совершали. No logic whatsoever, is there? From the material point of view. С материалистической точки зрения, никакой логики в произошедшем нет. Ни миллиметра логики. So naturally, with the materialist view, Если образом материалистического зрения outrage испытываешь невероятную ярость, or go crazy, или сходишь с ума, which is common. что часто случается. Никаких причин Why нет. is this happening to me? Почему это
со мной происходит. She said, "What have I done wrong?" Или, как говорила женщина в вопросе, что я не так сделаю? Чувство вины или You гнев? have the view of you began in your mother's womb. Только эти варианты у нас и есть, если мы верим в то, что мы возникли в утробе матери. Natural. Это естественно. Weren't like that. Что ж, эти монахи были не такими. У них было представление о карме. Views in their bones, like the view of, didn't get asked to get born, is in our bones. Их воззрение кармы они впитали настолько же глубоко, насколько мы впитали идею о том, что мы не просили, чтобы нас рожали. So at the end, so they weren't angry, Они не испытывали гнева. not because they suppressed it, Не потому, что они подавили it гнев, didn't arise in their mind. а потому что гнев не проявлялся в их уме. Why is this happening to me? How dare you do this to me? What have I done wrong? That doesn't arise in their mind. Hear the point here, please. Мысль, что я сделала не так, почему это со мной происходит, в их уме не возникало. Пожалуйста, услышьте суть того, что здесь All of говорится. our emotional responses to everything Все наши эмоциональные отклики на все are the result of viewpoints held in our mind. являются следствиями воззрений, точек зрения, присутствующих в нашем уме. Well, they have the view of karma. Что ж, этим монахиням было присуще представление кармы. Спонтанно они с этим родились. Это присутствовало в их уме. The thought of why is this happening to me, the thought what have I done to deserve it, doesn't arise. You've got to hear that. It's not as if they're suppressing it. Мысль, что я сделала не так, почему это со мной происходит, в их уме не возникало. Вам нужно это услышать. Они не подавляли эту мысль. It's hard for us to hear. Нам это сложно услышать. So they weren't angry. Они не сердились. Им было грустно, No question. несомненно. But they had a way of understanding it, Но они могли понять происходящее therefore dealing with it. и посему с этим справиться. And there were tears. Они плакали. And then they said, И потом они сказали. of course, we had compassion for our torturers. И, разумеется, мы испытывали сострадание к тем, что нас пытал, потому что мы знали, что мы им в прошлом And навредили, they will suffer in the future. и знали, что они будут страдать в This is the будущем. exact example of what we're discussing in this room. Это точный пример того, что мы в этом помещении обсуждаем. The view of karma, Воззрение кармы. Во-первых, это младшая школа еще. Раскаяние then the compassion one, и сострадание. Следующий шаг. reliance. Вторая часть второго шага. Опоры. This is the philosophical basis for it. Это вот философская основа этих переживаний. So then third step, Третий шаг. take the remedy. Потребление лекарства, принятие лекарства. Medicine cabinet of remedies in Buddhism. В буддизме целая аптечка, целый шкаф с лекарствами существует. Antidotes, they call. Может, противоядие, как это называется. So anything you do in the daily life, whatever's an antidote to that action, that weakens it, doesn't it? It helps purify it. Все, что вы выполняете на уровне повседневной жизни так, чтобы это являлось противоядием от исходного действия, исходного неблагого действия, разумеется, является лекарством. All the lovers praise a particular, very potent practice. Но в этом наборе лекарств все ламы восхваляют одну конкретную мощную практику. Et tous les lamas font les louanges d'une pratique The particulière. visualization of a particular Buddha called Vajrasattva Визуализацию конкретного Будды, который зовется and the Ваджрасаттвой, recitation of his и mantra. начитывание его мантры. Said to be really powerful medicine. Говорится, что это действительно мощное лекарство, Un médicament Antidote. extrêmement противоядие. So the third step, you'd visualize the Buddha, Так что, visualize purification. на третьем этапе вы визуализируете Будду, визуализируете очищение. And we think, well, how can that help? И мы думаем, как это может помочь? Просто визуализация. Well, pourrait aider simplement. as Lama Yeshe said, Что ж, как говорил Лама we Йеши, create negativity with the mind. мы создаем не благо We умом, purify by creating positivity with the mind. а очищаемся мы, создавая умом благо. So if you're playing the piano, Если вы играете на фортепиано и издаете неправильную ноту, well, guess what fixes it? чем ее исправить? Ce qui va réparer cela. Playing the right note. Сыграть правильную ноту. Whereas what we'd go is like this. А мы думаем так. Oh, I played the wrong note. Я сыграл неправильную ноту, Well, play the right note. но сыграй правильную. But what good will that do? Ну как это I'm still поможет? hopeless. I played the wrong note. Я все равно безнадежен, я сыграл неправильную ноту. Je suis quand même et un désastre, j'ai joué la mauvaise note. I mean, we're drama queens, you know. Мы такие королевы мелодрам. Du drame. Do you have that in French? Говорите так Drama по-французски. queens. Примадонна. Такая примадонна. Telle reine du drame. So it's really practical. Все это очень вещи очень практичные. Нам нужно перескочить через мелодраму эго, это сложно. De l'ego. So by visualizing the Buddha, Визуализируя Будду, visualizing nectar coming, визуализируя нисходящий нектар, atom of your negativity of body, speech, and mind. мы представляем, что ощущаем каждый атом негативности тела, речи и ума. By reciting this particular mantra, Начитывая конкретную мантру, so like atomic bombs on negativity. которая описывается как подобно атомным бомбам, которые мы сбрасываем на неблаго. Et
благое. The most important, Babonka Rinpoche says, 4-й шаг, самый важный, по словам Пабонки Ринпоче, решимость. the determination to change. Решимость измениться. I have to acknowledge I bad-mouthed Jose. То есть сначала мне нужно знать, что я очернила Хосе. Потому что мне нужно признать, что я очернил Хосе, потому что у меня тошнит от страданий. Then I have compassion for him. Затем я порождаю по отношению к Хосе сострадание. Я думаю, For him to suffer. я знаю, каково его страдание. So it's like I regret for his sake as well. Так что как бы раскаиваюсь также и ради него. Then I can, apply antidotes, Затем я могу применить противоядие, and then I can give myself a timeline. и затем могу дать себе временной срок, прописать для себя временной срок. И Лама Сопа Ринпоче говорит, не лгите в этом себе. Если у меня действительно мощная привычка, Don't say I'll never badmouth him again. не нужно говорить, я никогда больше его не буду чернить. But I'm doing my practice at night, Но, скажем, я выполняю практику вечером and I say to myself, и говорю себе, I will not badmouth Jose for 10 hours. я не стану чернить Хосе 10 часов. 10 heures, par exemple. And guess what? И знаете You'll be что? fast asleep. You'll keep the vow. Вы уснете и будете соблюдать обет. Suivante, vous allez tenir votre... And you get courage from it. И благодаря этому разовьете отвагу. You make a decision. Вы приняли We решение. all know when you make a decision, Мы все знаем, когда мы принимаем решение, то ему последуем. like if you think, for 27 years you can go, oh, I should go on a diet, oh, I should go on a diet. Как можно так 27 лет себе говорить, о, не сесть ли мне на диету, надо сесть на диету. You never will. И никогда так не сядешь, I will go on a diet. пока не скажешь, я сяду на диету. Tant que vous n'aurez pas... Often people say, oh, so nice to see you, Робина. Люди часто You говорят, say to ой, your friends, oh, so nice to see you, Mary. вы, скажем, говорите своим друзьям, хорошо увидеть тебя, Робина, хорошо увидеть тебя, Мэри. You must come for dinner one night. Приходи как-нибудь на ужин. Yes, I'd love to. Да, с удовольствием. But until they say, come tonight at 7 o'clock, you'll never come. Но пока друзья не скажут, приходи сегодня в 7 вечера, вы никогда не придете. So intention, I will. Намерение, я сделаю. So I will not badmouth Jose. Я не буду чернить Хосе 10 часов, или месяц, или сколько угодно. Strength of that Сила вот этого guides you to keep it. и направляет вас к тому, чтобы соблюдать это. И вы обретаете благодаря ему уверенность. This is purification. Это очищение. Practical psychology. Это практическая психология. We do it. И мы это осуществляем. Lama Yeshe says. Как говорит Лама Йеши, The power of purification. сила очищения Power of regret. — это сила раскаяния, Power of reliance. сила опоры, The power of the remedy. сила лекарства Power of resolve. и сила решимости. This is how we change our minds. Так вот мы и меняем свои умы. As Rinpoche says, we're insane. Как говорит Лама Сопа Ринпоче, с нашей стороны безумие не выполнять это каждый день. faire chaque jour. Yeah. So we can see, if you do it like in a holy way, you have this sad and you open it up and you have bells and things and whistles and blah and Sanskrit. Forget all that. Как вы понимаете, вы видите, все это можно осуществлять в таком сакральном контексте. У вас там колокольчики, свисточки, финтифлюшки всевозможные, прибамбасы, все такое прочее. Но вы, санскрит, но вы об этом сейчас I забудьте. talked about right now. Делайте так, как я только что описала. It's you talking to yourself. В контексте, где вы беседуете с собой. Вы выступаете как свой лучший друг. It's not religion. Это не религия. You regret. You're talking to yourself. Вы раскаиваетесь, вы беседуете с собой. In a positive way. We always beat ourselves up, Мы никогда с собой по-доброму не говорим, мы все время себя лупим. On n'arrête pas de s'auto... It's so important. Но это очень важно. For your own sake. Ради вашего же блага. Then you think of Jose and have compassion. А потом уже вы думаете о Хосе и проявляете And then, of course, сострадание. all the other sentient beings since the beginning of time. И, разумеется, затем обо всех остальных живых существах с изначальных времен. You happily imagine Это, purifying. это, So когда вы, happy, so delighted. это когда вы с радостью представляете очищение. Вы очень рады, вы полны восторга. Читаете мантры Happily resolve. и с радостью затем зарождаете решимость. Never kill again. I не- will never. The ones you can say. You keep it. It's like doing push-ups every day. You keep getting stronger at it. Я никогда вновь не убью, я никогда вновь не сделал того и этого. Те вещи, которые вы способны осуществить. Это как если бы вы каждый день отжимались и с каждым днем становились все сильнее и сильнее. And then, as Lama Vous Yeshe, pouvez tenir, c'est comme faire des pompes chaque jour, un peu plus chaque jour. says, И затем, как говорит Лама Йеши, then you go to bed with a happy mind. тогда вы ложитесь спать со счастливым умом. Perfect day of practice. Это идеальный день, посвященный практике. Live in vows. Вы жили в обетах, Control your body and speech. контролировали свое тело и речь, Purify at the end of the day. очистились в конце дня. Say, say Buddha a few times. Say Buddha a few times. Несколько раз сказали слово «Будда», Get him in your imprint, чтобы оставить отпечаток. Pour ramener les empreintes. You've got a great practice. Это отличная практика. Anything else is a bonus. Все остальное — это бонус, Avec un bonus. Yeah, right. дополнение. So any questions about that? Какие-либо вопросы насчет этого? Right. Is it okay to use 100-syllable mantra without receiving a lung? Say it again. What, darling?
I can't see you. I have to see you so I can hear you. Можно ли, нормально ли использовать стослоговую мантру без получения лунга? Is it okay to use 100 syllable mantra for the sattva without receiving a lung? Oh, of course it is. Yeah, absolutely Да, done. I безусловно. wouldn't be telling you otherwise. Иначе бы я про все это не рассказывал. No way you could do it if you didn't have. Иначе было бы невозможно выполнять без наличия. Yes, there are many mantras and many practices we can do without receiving permission or the initiations. There are. Obviously, receiving empowerment and receiving initiation makes it more tasty, but there are many we can do without receiving. Of course there are. Absolutely. Существует множество практик, которые мы можем выполнять без получения посвящения или инициации. Да, есть много практик, которые выполняются только после получения, но есть множество практик, которые могут выполняться и без них. Да. Et il y a beaucoup de pratiques qu'on peut faire sans avoir reçu la transmission de pouvoir ou l'initiation. Et donc ça. Of course we can do. Конечно. But it's really nice to get the empowerment. Но по-настоящему удачно получить посвящение. The difference is a bit like the difference between reading a recipe in a book and making the cake. Это как различие между тем, чтобы прочитать рецепт пирога в книге и испечь пирог, Or being shown how to do it by a really good cake maker. или поучаствовать в процессе, где вас направляет в приготовление пирога по-настоящему опытный пекарь. You understand the point? Понимаете смысл? That's the human connection is very strong. Это человеческая связь. Она очень мощная. Это и есть учитель. I always remember when I first learned how to make a cake from my mummy. Я всегда вспоминаю, как я научилась печь пироги у своей матери. Believe me, she did not teach me how to meditate. Франсуа говорил, сказал, как я научилась медитировать у своей матери. Поверьте, медитация она меня не учила. Петь учила. Она была моим гуру в вопросах пения и гуру в вопросах пирогов. Yeah. And the point is, okay, this is a business about a teacher now, okay? Но это все же к теме учителей относится. So the first step has to be that you want to make a cake. Первый шаг должен состоять в вашем желании приготовить пирог, испечь пирог. I had enough common sense while I was a child not to force it down my throat because she knew I wouldn't do it. Когда я была ребенком, моей матери хватало здравого смысла мне не навязывать дело приготовления пирогов, потому что она знала, что я не стану этим заниматься. И в первый раз идея испечь пирог мне пришла на ум. Пришла мне на ум. Мысль о том, чтобы испечь пирог. Примерно в 1969 году, когда мне было 25 лет. Нет, 70-м. Когда мне было 26. И я был хиппи. Нет, коммунистка к тому времени уже. Неважно. Я, наверное, хиппи была, иначе бы зачем стала печь пироги? И это был морковный пирог. Впервые в жизни, помню, возникла эта мысль. Я все равно ехала домой в Мельбурн. Думаю, спрошу у мамы. И не в силу доброты к маме, а потому что она знала, как печь пироги. Она была... Она пекла пироги и была держателем знания. Тензин. Так зовут Далай-ламу. Держатель знания. Отличное понятие. Так вот, моя мама была держателем знания. И суть здесь в чем. Сперва я захотела, а потом попросила. Но не потому, что я хотела проявить доброту к своей матери, а потому что она умела печь пироги. Откуда я это знала? Потому что провела маркетинговое исследование. Я ела пироги своих сестер, то есть ее учениц. Я ела ее пироги. То есть я оценила продукт, проверила ее учеников. Ее коллеги говорили, что она хороший пекарь пирогов, что она печет хорошие пироги. Почему мне приходилось такую вот проверку использовать? Потому что если бы я пришла к кому попало, и сказала, пожалуйста, научи меня печь пироги. А человек мог бы мне сказать, что ж, нужно разбить в миске 14 яиц, 3 апельсина добавить. А у меня не было бы никакого опыта приготовления пирогов. То есть не было бы опытной основы для того, чтобы вынести суждение относительно слов человека. Учитывая, что я никогда прежде пирог не пекла, я могла опираться только на так называемое косвенное постижение. Постижение, основанное на умозаключениях. Поэтому мне нужно было проверить маму, ее репутацию, ее учениц, их продукты.
then I had some intellectual certainty. И тогда у меня возникла определенная интеллектуальная убежденность, умственная убежденность. Вот что получается. Тогда для меня впервые пироги стали реальными. Как говорит лама Йеша. Будда мертв. Будда умер. The Four Noble Truths, what do they mean? Что означают 4 благородные истины? Ничего. Но когда у вас есть учитель, и 4 благородные истины становятся реальными. 4 благородные становятся реальными для вас. Так дело обстояло с пирогами. Я помню конкретный день. Это был пирог из яблок и грецких орехов, а не пирог из моркови. Я помню кухню, помню конкретное мгновение. Все помню, потому что такой была мощь передачи от моей матери. Это и называется передача, посвящение. И это не шутка. Знания из ума моей матери перешли в мой ум. Но мой ум был готов. Я хотела узнать. Она была квалифицированной. Я была квалифицирована в качестве ученицы. Она мне показала, как это делать. Я 30 лет не пекла. 30 лет не пекла пироги, но я вам гарантирую, что могу испечь хороший. Потому что я тогда поняла. Это посвящение. Это гуру. Это передача. Не нужно все это мистифицировать. Нам всем это известно. Такова мощь человека. Так что это помогает. Получение посвящения помогает. Понять. Это очень важно, чтобы понимать. Но мы отчаянно нуждаемся в держателях знаний. Так дело обстояло, когда я впервые встретил ламу Йешу. Как я сказала, первое учение я получила в июне 1976 года в Австралии. Там было 200 маньяков-хиппи. И в первый месяц лама Сопа Ринпоче целый день говорил о ламриме. Я понять не могла, о чем он говорит. Я слышала его слова. Но он говорил о каких-то загадочных средневековых странных концепциях. Но потом приходил по вечерам лама Йеша, и я вздыхала от облегчения. Я думала, слава Богу. Вот в этом я вижу смысл. Когда говорил лама Йеша, вы понимали, все возможно. Вы преисполнились силой оптимизма, когда говорил лама Йеша. Даже сейчас, когда я редактирую книгу лама Йеша по Махамудре, он так все легко описывает, как будто облегчение испытываешь. А лама Йеша как будто ножом тебе в сердце каждый день тыкал. Тяжеловесно. О. А с лама Йешей вы издавали выдох облегчения. Во всяком случае, таков был мой опыт. Да-да. Так вот, я выполнила проверку, хотя я не размышляла об этом на уровне интеллекта. Меня впечатлили ученики. Я проверила ламу, посмотрел, как он взаимодействует с людьми. Это все автоматически осуществляется. И я, видя все это, обрела уверенность. Затем я приняла прибежище. Лама мне только позже дал имя. Потом я вернулся в Мельбурн, домой в Мельбурн. Я знал, что этот человек мне нравится. Лама Сопа для меня был слишком абстрактным. Я знал, что он святой. Но он прятался за лама Йешей, поэтому я не могла его толком разглядеть. И не знаю, осталась бы я на курсе, если бы там был только лама Сопа. Осталось бы я там на 2 месяца, если бы был только лама Сопа, если бы не было лама Йеши. Также, поскольку я была феминисткой, а я была серьезной, радикально сепаратистка, феминистка, лесбийской феминисткой, я вынуждена принять сознательное решение, что снова готова приветствовать в своей жизни мужчин. Это я серьезно сейчас говорю, придется мне поверить. И с моей стороны это был огромный шаг, то, что я поехала вообще на этот курс. И позволила этим мужчинам себя обучать. Серьезно говорю. С моей стороны это было очень отважно.
Anyway, what happened was, so I liked Lama, but I kind of resented that I liked him. И что вот получилось? Лама мне нравился, но я как бы негодовала по поводу того, что он мне нравится. He kind of seduced me completely. Even if I saw his shoulder, I was happy. I didn't care, I just liked him, He made me feel so relieved. Он меня как бы соблазнил, и я по этому поводу негодовала. Стоило мне увидеть его плечо даже, как я радовалась, испытывала огромное облегчение. So then I went home to Melbourne. Вот я вернулась домой в Мельбурн. And I thought I'd like to do things, you see. И поскольку мне нравится что-то делать, поскольку я всегда участвовала в какой-то пропаганде, и поскольку моей семье принадлежала издательская компания, Go in the school holidays and all night sometimes and type and staple and collate and do all the jobs. где мы, все 7 детей, иногда в каникулы целыми ночами печатали, набирали, сшивали, переплетали и так далее. Мы все в этой издательской компании поработали. Ее основал мой отец. Then my mother took it over. Потом моя мать стала ей заниматься в перерывах между уроками музыки. While my father used to go to the club and drink beer and play snooker. В то время как мой отец ходил в клуб, пил пиво и играл в бильярд. So anyway, we'd always, and our main clients were the Catholic Church and the communist unions. Главными нашими клиентами были католическая церковь и коммунистические профсоюзы. And my mother was a musician. Моя мать была музыкантом, преподавателем All her музыки. students were these gay boys. А We always had gay men in our lives. ее учениками были мальчики геи. У нас все время, у нас Students who worked for us in our printing company. У нас дома все время бегали геи. И один из ее учеников, который работал на нас, Рони, Pick us up in his cute little car in the 1940s. Those cars where you have a little two-seater and the back of it opens up like a boot, and you climb in. It was so cute, and he called it Priscilla. приезжал, Come and pick us up at the convent in Priscilla. чтобы забрать нас на своей маленькой красивой машинке 1940-х годов, где было 2 сиденья, откидывающиеся вверх. Машина была очень красивая, он приезжал за нами в женский монастырь, чтобы нас подобрать, и забирал нас на этой своей машине, которую называл Присцилла. One of the main big communist unions. Вот, работали на один крупный коммунистический профсоюз. The main union guy. И сестра моя влюбилась в главу этого профсоюза. Моей матери он очень понравился. При этом он был женат. Sleep with my sister in my mother's house. My mother never minded. She was very open-minded Catholic. Он приезжал к нам домой, чтобы переспать с моей сестрой, при том, что был женат. И мать моя не возражала, она была очень открытой взглядов католичкой. Anyway, when I got back to Melbourne after meeting Lama, Как бы то ни было, когда я вернулась в Мельбурн после встречи с Ламой, я решила, что позанимаюсь какой-то работой. Я взяла книгу, которая называется «Исполняющее желание. Золотое солнце». «Золотое солнце, исполняющее желание». and I decided to do a new version of it. Я решила издать новую версию этой книги. Retyped it. Я изменила верстку, все заново набрала. Mother to print it. И сказала матери, чтобы она напечатала эту книгу. Она была начальником той издательской компании. Мы хорошо потрудились над Wednesday этим. the next year to see Lama again. И в следующем году я поехала снова в Квинсленд, чтобы снова увидеть Ламу. I did all this hard work. I demanded a meeting with Lama. И поскольку я все эти тяжелые труды осуществил, я потребовала встречу с Ламой. But also by this point, I'd made a decision. Halfway through the year, the penny dropped, and I said to myself, Lama, yes, she's my guru. Но кроме того, по ходу этого года, где-то в середине этого года, в перерывах между встречами, до меня дошло, и я решила, Лама Йеши – мой гуру. Я поняла, Лама Йеши – мой гуру. And I whispered to my sister Polly, И я своей сестре Поле прошептала, Polly, I've got a guru, but don't tell anybody. Поля, у меня есть гуру, только никому не говори. So anyway, I went and demanded this meeting to present this work I did to Lama, to show him how hard I'd worked. И вот я потребовала об этой встрече, эту встречу, чтобы показать Ламе, как я тяжело потрудилась, показать ему And I мои didn't know you упорные труды. ask the person to be your teacher. И я не знала, что нужно просить человека, чтобы он стал твоим учителем. So I informed him. Так что я его проинформировала. I didn't even say the word guru, I was too proud. Я даже не сказала слово «гуру», I я said, I была respect you, Lama. слишком горда. Я сказала, я вас уважаю, Лама. Я тебя уважаю. I meant you are my guru, Lama. Please please lead me to enlightenment. Sitting there prostrating, I didn't do that. И я на самом деле I said, I respect you, Lama. подразумевала, Лама, вы мой гуру, пожалуйста, ведите меня к просветлению. Что я обычно должна была бы сказать, совершив простирание стоя на колени. Но я этого всего не сделала, я была слишком горда, поэтому даже не наклонившись, сказала, я вас уважаю, Лама. He said, I know, dear. Он сказал, знаю, дорогая. And then the teaching started. Потом начались So учения. what happened with the book?
Что получилось с книгой? His nun Bonnie was running it. У Лам уже был центр в Мельбурне, и им управляла его монахиня Бонни. Я решила произвести эту книгу. Выполнила всю работу, сделала верстку, все набрала, напечатала и привезла в Квинсленд. Бонни может... Бонни, как монахиня, которая управляла Мельбурнским центром, может, и знала, что я все это сделал. Но когда я Ламе дала книгу, подарила книгу, сказал мне: «Спасибо, что помогла моей монахине». Я себе сказала: «Простите-ка, это она мне помогла». Так что учения сразу начались. Lama Zopa took me 10 years to recognize him as my guru. На то, чтобы распознать Ламу Сопу в качестве своего гуру, у меня ушло 10 For лет. that 10-year period, he left me alone. В этот 10-летний период он меня оставил в покое. Я не был готов. Он шутки шутил, говорил мне привет, спрашивал, как у меня дела. Lama would have been the same. Так бы Basically, in my proud way, he requested him to be my guru. Так бы поступала Лама, если бы я в своей особой манере не попросила его стать моим гуру. And he gave me, my Lama gave... Anyway, whatever. Неважно, в общем. I forget why we're talking about that. It's 9 o'clock. It's time to go home. В общем, 9 вечера, и пришла пора идти спать. Простите, какие-либо вопросы? So you better choose your guru very carefully, because you're going to end up like them. Так что очень аккуратно выбирайте себе гуру, потому что вы станете как они в конечном итоге. I'm trying very hard to be like Lama Yeshe and Lama Zopa. Я очень упорно стараюсь быть как Лама Йеши и Лама Сопа. But it's very curious. Но очень I'm sure примечательно. Vicky feels the same. She's a student as well. Я думаю, что и Вики то же самое чувствует, она также их ученица. Lama Yeshe. Помню, мне многие люди мне говорили: «Вы мне напоминаете Ламу You're Йеши». very happy about that. И этому очень радуешься, Because if you're the student of that person, потому что если ты человек, конкретный человек, в этом есть логика, правда же? if somebody knew my mother's cakes really well, Если кто-то хорошо бы знал пироги моей матери my cake, и попробовал бы затем мой of course пирог, they'd recognize my guru's cake, wouldn't they? они бы также, разумеется, узнали пироги моего гуру. В этом есть смысл, правда же? Так что это ободряет. Isn't it? Правда? So, what's questions? Yes? Да какие у вас еще вопросы? Bonsoir. Where are you? I can't Вы see. где? Я вас не вижу. Put your hand up. I can't see. Поднимите руку. Oh, there you go. Вот она вы. Да, говорите со мной. Je voulais savoir, justement parce que vous parlez que vous étiez féministe et lesbienne pendant plusieurs années, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, comment on doit percevoir ce qu'il y a écrit en 3e position des 10 actions non vertueuses, à savoir les inconduites sexuelles, où il y a écrit qu'une inconduite sexuelle est, entre autres, de ne pas faire l'amour avec une personne de même sexe. Что вы думаете о неблагом сексуальном поведении? Где сказано, что неблагое сексуальное поведение включает не вступление в сексуальные отношения с человеком, с тем же с человеком того же пола. Нет, там сказано: не засовывайте пенис ни во что, кроме вагины. Вот что там сказано. Well, you got to give it some context, okay? Нужно просто в контекст все поместить, понимаете? He's talking to who? Back then, when? К кому в те времена обращается Будда? Buddha's deal is to try and help us lessen our attachment, okay? That's Задача his job. Будды — помочь нам ослабить нашу привязанность. В этом его работа. He's not a boss. He's not a creator. He's not going to punish us. Он не начальник, не творец, он не станет нас наказывать. Он подобен врачу. So he says to married people, И он говорит женатым людям, nice old-fashioned ladies and gentlemen, okay? обращаясь к старомодным, милым дамам и джентльменам. So if you want to try and control, if you can't be a monk or a nun, Если не можете быть монахом и монахиней, best way to give up samsara is give up sex and drugs and rock and roll. Лучший- Logically. лучший способ отказаться от сансары — отказаться от секса, наркотиков и рок-н-ролла. Это очевидно и логично. When you can't, Но предположим, что вы не можете. then try and calm it down a bit. Постарайтесь немножко успокоить свои Stick аппетиты to one hole. и ограничивайтесь одной дыркой. Try and get satisfaction from that. Постарайтесь You're allowed to have bliss,
You can have as much joy as you like, but sort of confine your behaviour a bit. That's what it's about. Get some context, okay? Постарайтесь удовлетворенность в этом практиковать. Вы можете сколько угодно блаженства получать, но постарайтесь умерить свои аппетиты. Вот в чем здесь контекст. Понятно? So let's get some perspective these days. Давайте посмотрим на большую перспективу в наше время. Sexual energy is gone berserk. Сексуальная энергия вышла из-под контроля. What happened with dogs? Люди с собаками этим засовывают в уши, в чашки, во рты, в анусы. We can't get enough because we're completely demented. И мы ничем не удовольствуемся, нам все мало, потому что мы умственно отсталые. Мы насилуем друг друга, изменяем партнерам. Разве не так? Мир сошел с ума. Поэтому, как говорит его святейшество, может, можно посмотреть в текст и говорить о каком-то не таком поведении. Но как я могу жаловаться на то, что два человека живут вместе и любят друг друга? Отстаньте от меня. Все зависит от перспективы. Можно подумать, если я вас буду бить, насиловать и на вас орать, и при этом не буду засовывать вам член в задницу, все нормально. Давайте на большую, обширную картину смотреть происходящего. Извините. Are we communicating here? Ясно ли вам? Everything's relative. Все относительно. Так я это формулирую. All right, so just calm yourselves down. Так что успокойтесь. Good, I'm very... Спасибо, Робин. Мне нужно было это услышать. Я очень рада. What? I'm sure, no, it's very... Я не единственный такой. Конечно же, нет. Of course not. Конечно, нет. Yeah. Anybody else? Что-нибудь еще? Oui. Bonsoir Robina, merci. Okay. Concernant la quatrième étape de la pratique de Vajrasattva, pour la résolution donc, j'ai deux questions. Le fait de pratiquer ça dans la nuit, de faire la résolution le soir et de laisser passer la nuit, comment ça peut fonctionner si on ne dépasse pas la nuit? Comment ça peut fonctionner? Parce que finalement, moi, il me semble que c'est un peu comme quand on parlait du fait que ça n'ait pas de valeur si on ne prend pas de vœux, si on ne s'engage pas pour l'éthique, par exemple. Si on ne s'engage pas, si on est vertueux sans le savoir, en quelque sorte, sans le faire exprès, est-ce que c'est pas de la même sorte là? Parce qu'on n'a pas beaucoup de mérite. La nuit n'a pas... Когда вы говорили о решимости и сказали, что, по крайней мере, можно сказать, что вы зарождаете решимость на какой-то срок, например, на 10 часов, что может быть ночью. Ему кажется, что нет никакой ценности или какой-то заслуги в этом, ведь все равно спишь при этом. Вы приняли решение, что оставляет отпечатки в вашем уме. В этом смысл. Не в том, какие усилия вы предпринимаете. Вы оставили отпечаток в своем уме. Вы зародили решимость. Я, конечно, шучу, говоря, что вы это делаете во сне, но это и правда. Дело в отпечатке в вашем уме, который оставляет вибрацию, отзвук. И нужно начать со смирения. А завтра? Начать с всего скромного, а завтра вы скажете, я не буду чернить людей по ходу дня. То есть шаг за шагом продвигаемся. Лама Суприм Пачи говорит, что хоть говорите 1 минуту, я не буду его чернить. Хоть с чего-то начните. Дело в том, что ваш ум обладает отвагой на того, чтобы решить измениться. В этом суть. Понимаете? Это удовлетворяет вас? Вас удовлетворило? À peu près. Well, then you can say it. Well, don't say it for the... It's only a suggestion. Это лишь рекомендация. When he's shouting at you, you want to make it really difficult for yourself. You want to be a martyr and say, I won't badmouth him while he's beating me up.
If you're brave enough, say that. Если вы достаточно смелый, если хотите побыть мучеником, то говорите, я не буду ему грубить, даже когда он будет меня избивать. Хотите так говорить, если вы достаточно отважны? Но вообще-то можно продвигаться шаг за шагом. Начать с собственного уровня. Когда станете таким смелым, то можете и так говорить. Шаг за шагом. Ясно ли? Это не то, что я хотел сказать. А что же вы хотели сказать? Скажите, что вы хотели сказать. Je voudrais savoir comment faire finalement après la nuit, on va dire, quand ça devient difficile. D'autant qu'il y a des chances que j'ai oublié. Но как это делать, когда ночь закончилась и становится сложно? Я все забыл. Вы меня не услышали. Of your mind courageous enough to say, I really will not badmouth Jose. Whether you say it for 5 minutes or for an hour, I don't care. That's the power of it. Once you decide, then things start to change. That's the point. That's the power of the thought. That's the point. Я говорю о силе вашего ума, который обладает отвагой на то, чтобы сказать, я не буду очернять Хосе, будь то 5 минут или час или сколько угодно. Когда ваш ум обладает такой отвагой, тогда он и начинает меняться. В этом суть. Вам понятен этот пункт? Пункт про силу мысли. Est-ce que ça veut dire que finalement ça compte à 99% le fait de décider et peut-être presque rien le fait d'y arriver, peut-être 1% au moins au début? Можем ли мы сказать, что это как бы засчитывается, эта решимость на 99% засчитывается, только на 1% засчитывается то, что мы держимся об этом? Что для меня это все слишком сложно? Расслабьтесь. It's the power of your mind, darling. Дело в силе вашего ума, милый. В отваге на то, чтобы сказать, я справлюсь, хотя бы на минуту. Вместо того, чтобы, о, это не моя вина, это... Вместо того, чтобы говорить, о, это не моя вина, это его вина, это слишком сложно. Об этом я говорю, о силе отваги на то, чтобы изменить свой ум. Слышите? Нет? Не слышите? Encore une précision. Ну, давайте, расслабьтесь уже. Еще вопрос. Еще что? Давайте. En fait, si on échoue, on oublie, on s'est fixé 10 minutes, admettons, je me suis fixé 10 minutes et bon, ben, je loupe le По той же теме? Милый, расслабьтесь. Чего вы распинаетесь? Пожалуйста, милый. Что он сказал? Ну-ка, скажи мне. I don't want to be mean to you. Я не хочу тут... But the point is, it's the determination to decide to do something. Have you ever done that? Не хочу показаться злобным, но идея в том, чтобы... Идея в том, чтобы зародить решимость что-то сделать. Вам доводилось это делать? Доводилось вам принимать решение, что вы что-то не будете делать? Да, в этом суть. The difference between I can't change, it's not my fault, it's Jose's fault, and I will not badmouth him for a minute. There's a big difference. It's the power to change, and then you grow from there each day, incremental. В различии между тем, чтобы говорить, это я не виноват, это все виноват Хосе, 5-10, и тем, чтобы сказать, я смогу изменить свой ум. Вот в чем здесь различие, вот о чем мы здесь говорим. И вы постепенно в этом продвигаетесь, шаг за шагом. No? You can hear? Слышите? Good. Хорошо. Who else? Merci beaucoup. Еще у кого вопрос? Et, une autre chose, toujours sur cette pratique. Oh my God, what do you want? Ça sera. Боже мой, чего вы хотите? Keep it simple. You French are so intellectuals. Простыми словами говорите. Вы такие интеллектуалы все, французы, часами вопросы задаете. Такие вы прям интеллектуалы, французы. Keep it simple. Простые вопросы задавайте. Простой вопрос. Не нужно вначале предложение излагать. Просто простой вопрос задайте. Là, en fait, sur le fait de se générer en tant que Vajrasattva, en fait, je crois qu'on dit comme ça, le fait qui se fonde la lumière et qui rentre en nous par le chakra coronal, est-ce que ça, on peut le faire à son initiation?
Est-ce que c'est souhaitable? Когда ваджасаттва над нами растворяется и растворяется в свете, входит в нас, можем ли мы это делать без посвящения? There's different ways to do. Есть- If you have taken initiation, you have the permission to dissolve Vajrasattva's energy in you through the crown chakra, coming down to your heart chakra and merging with your clear light mind. That's how you would do it if you had the initiation. Есть разные способы это осуществлять. Если вы получали посвящение, вам дозволено представлять, что свет Ваджасаттва растворяется в свете, опускается через вашу венечную чакру, доходит до вашего сердца и сливается с вашим умом ясного света. Это вы можете делать, если вы получали посвящение. В противном случае, You could imagine just he dissolves into you and his body, speech and mind merge with your body, speech and mind. в противном случае вы можете просто представлять, что он растворяется в ваш, и его тело и речь и ум сливаются с вашим телом, речью и умом. Se fondent avec ton corps, ta parole et ton esprit. You don't see yourself as Vajrasattva. И вы не воспринимаете себя как ваджасаттву в этом случае. Okay? Ясно? Ясно. Большое спасибо, прекрасно. What else? Что еще? Уже 9:15. Time to go to bed. Пришла пора ложиться спать. Robina, j'ai toujours du mal à faire la pratique le soir. Peut-on la faire le matin? Vajrasattva? Oui, 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 oui. For me, it's difficult. Мне сложно делать ваджасаттву вечером. Можно делать по утрам. Почему? Ben, j'ai entendu dire qu'il fallait la faire que le soir, pas le matin. Enfin, il me semble. Я слышала, что ее лучше делать по вечерам. Но почему сложно? Que je travaille et que le soir. Потому что я работаю по вечерам, я слишком устаю. I know that's common, isn't it? Но это распространенная вещь, да? Well, it's like it's just psychologically helpful to do at the end of the day. No. I mean, you can do it anytime you like, but it's just psychologically helpful to finish the day with it. It's just, it's not a law. It just makes sense psychologically. Психологически полезно выполнить эту практику вечером. Вы, конечно, можете выполнить ее когда угодно, но психологически полезно завершать этой практикой день. Это не закон какой-то, просто имеет смысл с психологической точки зрения. Our day is long, many things happen, many dramas, many people, the traffic and this and that. It's really helpful just to find a place and just sit for 5 minutes. Don't make it long. Ну, поскольку у нас день сложный, много всего происходит, интенсивные события, множество людей и так далее, мелодрамы всевозможные, практику полезно выполнять вечером. И нет нужды делать ее долго, вы можете 5 минут всего и посвятить. Just to finish the day with as few minutes with yourself. Просто чтобы завершить день, Benefit. просто чтобы завершить день этими несколькими минутами, которые проводите наедине с собой. Так это Don't be holy. себе представить. Не, сидите расслабленно. It doesn't matter. Не надо святость какую-то проявить. Хоть на унитазе, серьезно. Всего несколько минут. И когда вы знаете 4 шага, Oh, what's your name? как вас зовут? Nora. 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 Нора. You say, you sit down with yourself, Вот вы сидите наедине с собой I'm really fed up with this ridiculous rubbish. и говорите себе. Nonsense, the swearing at the drivers, and then I regret all that, and I regret all the killing and the lying. Whatever I've done since the beginning of this time, I regret because I'm sick of suffering. Whom can I turn to? There's the Buddha Vajrasattva. Oh, what a relief! I have such compassion for all those poor sentient beings. Oh, Vajrasattva, I will be the best I possibly can. Good night. Not 1 minute, darling. Not even a whole minute. You did the 4. But be reasonable. Be sincere. Not holy with this and singing and rubbish. No. Вот вы себе говорите, присев так удобно вечером. Ох, Нора, так я устала от того, что я очерняю других, от лжи своей, от болтовни своей, от этого, 5-го, 10-го. Вы раскаиваетесь, в этом хочется от этого очиститься. Do you have a lama? Хочется от этого очиститься. I know that. Wait. Сейчас, подождите. Do you have a lama? Есть ли у вас лама? I'm just curious. I'm Просто not saying- интересно. Okay, then good. Then you want to talk to your lama at the end of the day. Тогда в конце Have him there with you. беседуйте. Blessing you, nectar coming. Oh, thank goodness. Bye, lama. Good night. Так вот, вы раскаиваетесь, думаете, кому я могу обращаться за опорой, все, закончили, я буду настолько хороший, насколько смогу. Все, доброй ночи, до свидания. Если у вас все ламы, вы беседуете таким образом с ламой, вы представляете в ламу как ваджрасаттву, у нас благословляют, все, очень приятно, спасибо, до свидания. Гляньте-ка, сколько я французских слов разучила, фасиль, все остальное. Keep it simple. Пусть все будет просто, That's how все Lama. будет человечным. Так все время и говорил Лама Йеша. So as Lama said, in the end of the Mahamudra book I'm editing, if you don't want to sit in the proper position, lie down. It's okay. Relax. Lie down. It's okay. как говорит- We're so easy going. We're so heavy with ourselves. Как говорит в конце книги по Махамудре, которую я сейчас редактирую Лама Йеши, если вы устали сидеть, что ж, прилягте. Ничего страшного в этом нет. То есть Лама очень легко к этому всему подходит, в то время как мы очень тяжеловесно с собой привыкли обращаться. My mother used to say, you're your own worst enemy. Моя мама мне говорила, ты сама себе худший враг. We are. И так все дело обстоит. Понимаете?
Oui, tout à fait, merci. Et pour les mantras, on peut en faire 21 ou 7, on peut faire que 7 par exemple. Quoi? What? Bon, j'arrête après, j'en ai plus. What? Вторая мантра. Следует ли мантру ВЖ следует ли 21 или можно 7? Я не буду на это отвечать. You decide. If you've got a commitment, you don't have a choice. Решайте. Если у вас есть обязательства, выбора у вас нет. If you don't have, you Если обязательств нет, сами решайте. come on, darling. Давайте уж, милая. Умоляю вас. All right? Ладно? Go on, what else? Что еще, прежде чем мы ляжем спать? Да. Ouais. Et bon, je vais essayer de faire simple. I'm going to try to do simple, but Постараюсь просто. I've got. Go on. Je vais laisser François traduire. Go on, do your best. J'ai un ami qui trouvait plus simple de savoir qu'est-ce qu'il avait vécu dans ses vies passées. Il a trouvé sur Internet une voyante qui supposait lui dire ses 7 précédentes vies. Donc il a fait ça et il trouvait ça plus simple pour vivre au présent de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Один из моих друзей думал, что будет просто узнать о своих прошлых жизнях. Он нашел медиума в интернете, она ему поведала о его 7 предыдущих жизнях. И он думает, что это ему помогает больше присутствовать в настоящем. Что вы насчет этого думаете? Что ж, если помогло, то помогло, и согласен. Ничего плохого в этом нет. I mean, as long as he has, I mean, even just to think about it, he's got other lives and that's helped him. I mean, go for it, why not? Даже если вообще подумал о том, что у него были прошлые жизни, это ему помогло, то уже здорово. Почему бы и нет? 7 past lives. Over what period were these 7 past? Что это за период? В какой период приходились эти 7 жизней? Et ben de la précédente et les 7 d'avant qui venaient de vivre les 7. 7 последних. Over what period? I'm В asking. какой What период? period Когда were они those были, past lives? эти 7 жизней? Over what period? В какой период? Сколько лет? What were some of those lives? Какими были эти жизни? C'était 7 vies humaines. 7 человеческих жизней. I know that. I'm Это я asking over понимаю. what period. В какой период, я вас спрашиваю? When was the first of these? Когда была первая из этих 7? Je sais plus. Je sais pas parce qu'il m'a Это я не помню. pas donné les Он мне не сказал. de... Он мне деталей No не details предоставил. at all. Non, Because many people only, Потому что многие люди- some people have some kind of clairvoyance. They only remember human lives, and then maybe they'll say the 14th century this and the 17th century that. But I mean, the Buddha would say there's never more than a few weeks between lifetimes. Некоторые люди обладают некого рода. Некоторые люди I'm обладают just curious, that was all. Некоторые люди обладают некого рода ясновидением, но помнят часто только свои человеческие жизни. Говорят, там, я в XIV веке был тем, а в XVII веке этим. Но Будда бы сказал, что одну жизнь от другой разделяют не больше, чем несколько недель. Но я чисто из любопытства вас сейчас спрашивала. Mais ce que j'imagine, moi, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis curieuse, c'est que, et ce qui voudrait dire qu'il y a eu beaucoup d'autres vies entre ces So if we can actually remember ourselves, it really gives confidence, doesn't it? If we Yes. can remember ourselves. Если мы действительно способны сами вспомнить прошлую жизнь, это придает нам большую уверенность. But sometimes we can get very excited about it, Но некоторые из нас способны по этому поводу преисполниться радостного возбуждения. like it's special. Как будто что-то особенное произошло. Well, it's not special. Ничего особенного в этом нет. We're all reincarnation of somebody. Мы все перерождение кого-то. So the bigger one is the practical approach. It's a little bit, it's a little bit like trying to remember, you get, let's say you come out in, because you eat too much chocolate, and you come out with yucky skin. Мы слишком много шоколада съедаем. Предположим, что у вас начался диатез. Появилась сыпь. You don't really need to know which chocolate on which day caused the problem. Вам не нужно знать, какая шоколадка в какой день вызвала эту проблему. Заткнись, Франциско. Дайте новый переводчик. I'm using an analogy. Я использую аналогию. Yucky skin. Предположим, у вас мерзкая сыпь на коже. Too much chocolate. И кто-то вам говорит, это потому, что ты обожралась шоколада. You don't have to get too worried about which chocolate on which day caused which pimple. Не нужно беспокоиться насчет того, какая шоколадка в какой день вызвала какой прыщ. The general learning in principle that it's because of too much chocolate is the main thing to learn. Главное, что нужно узнать, то, что у вас сыпь из-за того, что вы в целом обожрались шоколада. So it's not even a question of what human life you had. Big deal. Так что вопрос не в том даже, какие у вас были человеческие жизни. Кому какое дело.
велика важность. Если вы замечаете, что у вас есть склонность лгать, неважно, в какой конкретно прошлой жизни вы лгали. Главное, что вы узнаете, это то, что вы вообще лгали в прошлом. Ого, вот это ядерная физика, конечно. Если Хосе мне изменяет, я могу логически заключить, что я, должна быть, изменяла ему. Принцип здесь главное, потому что это основа вашей практики. Okay, to remember which life will, what action will cause you to be a monkey, that's more, abstract, more hard to know. Если вы, например, думаете о том, какое действие привело к тому, что вы стали обезьянкой, это уже более абстрактный вопрос, более конкретный. Но общий, что мы узнаем? Если я следую убийству, или следую слишком много сексуальной привязанности, I'll get born as one of those monkeys. то буду рождена одной из обезьянок, которые, как я уже упомянула ранее, стоит им появиться из утробы матери, поворачиваются к матери и начинают с ней заниматься сексом. А потом с сестрой, тетей, дедушкой и так далее. И одни только мысли об этом позволяют мне успокоиться и избавиться от желания засовывать штучку в слишком много других вещей. Чисто практические соображения. Разумные. Хотите быть Хотите ли быть сексуальным монстром? Сексуальным маньяком, маньяком. Be obsessed all day with having sex. Can you imagine the nightmare? Хотите целый день быть одержимы занятием сексом? Можете себе представить этот кошмар? Do you want that? Хотите этого? Don't have too much now. Control it. Нет, поэтому тогда не занимайтесь слишком много сейчас. Сейчас, в конце, контролировать и успокоить. Не будьте столь одержимы, столь преисполнены жаждой. Это лучший подход. Такой подход к карме лучше иметь. Okay? Ясно? Yes, what else? Что еще? En cette personne ces voyants sur Internet qui ne connaissent pas ce qu'ils disent. Можем ли мы верить таким людям, которые там в интернете рассказывают? Извините, когда вам кто-то говорит, что владеет акупунктурой и вас втыкают иголку, вы им верите? Что вы делаете, чтобы проверить? Используйте здравый смысл. Проверяйте квалификацию. Проверяйте, знаком ли человек с акупунктурой. То же самое с людьми в интернете, которые говорят, что изведают прошлую жизнь. Я бы никому из них не стала доверять. I'd rather trust Tibetan lamas. They're good enough. They're about the best mob you can find, I would say. Я бы предпочла доверять тибетским ламам. Я бы сказала, что это лучшая группа, которой можно в этом смысле довериться. And they usually won't tell you anyway. И они все равно, даже они при этом все равно обычно ничего не скажут. Get some clairvoyance and you'll do it yourself. Вместо того, они вам скажут, давайте-ка сами развивайте ясновидение, и тогда сами все узнаете. Isn't it? Разве не так? I'm gonna tell my friend. Okay. Перескажу другу. Если захотите. So let's go home to bed. Давайте пойдем уже домой спать. Уже 25 минут 10-го, да? Oh, another question? No, Еще not вопрос. Нет, только не от вас. demain. Завтра. Okay. What? Что? He goes like this. What's Он что-то машет руками. С чего он хочет? Demain, je peux pas être là, ni après-demain. Keep it short. Oh, darling. Его завтра не будет. Милый, что? Кратко вопрос сформулируйте. Je sais que je vais me faire engueuler, mais c'est important pour moi. What's he want? Чего он хочет? What do you want? Alors, voilà, en fait, j'ai Short. Кратко. pris des vœux de Bodhisattva récemment. Oh God, it's not going to be short. I can tell. Я уже вижу, что вопрос не будет кратким. Je fais de mon mieux. Я постараюсь, как смогу. Quick, come on, cut to the. Давайте сразу переходите к делу. Et en fait, je me suis aperçu que... Let me get it as he goes. Just say it as he goes. Come on. Просто говорю, я принял обет Бодхисаттвы. This is serious. Go on. Да, серьезный вопрос. Да, хорошо, он принял обет Бодхисаттвы. Je me suis aperçu après que finalement,
Sûrement, j'aurais pas dû les prendre aussitôt. Я понимаю, что понял после их принятия, что я точно мне их не следовало принимать. О, нет, милый. Не нужно думать такого. Плачьте от счастья, что вы их приняли. Будьте отважны. Все хорошо. Они все равно остаются в уме из жизни в жизнь. Они оставили в вашей жизни с прошлой жизни. Как прекрасно, что вы их снова приняли. Будьте отважны. Перечитывайте, устремляйтесь к тому, чтобы их соблюдать. Будьте очень рады, что вы их имеете. Будьте очень рады. Не думайте, что не следовало их принимать. Почему вы так думаете? Merci beaucoup, mais je pense ça, enfin je me réjouissais, j'étais persuadé que c'était super, mais je me posais des questions au vu de ce que j'ai entendu, donc avoir plutôt réalisé la vacuité, des choses comme ça. Что? Успокойся. Что он говорит? Я зарадовался и был уверен, что это было прекрасно, но затем я себя спросил, стал задавать себе вопросы, ведь когда я начитался пропустно, это не имеет никакого отношения к обетам Бетисата. Успокойтесь, милый. Серьезно, у вас есть прибежище, у вас есть обеты мирения, обеты Бетисатва. Ого! У вас есть также и тантрические обеты? Oui, j'ai pris le... Well, you're in the deep end now, baby. You can't go back. Но вы теперь в самых глубинах, обратно уже не отмотать. Все, вас сварили, вы готовы. Поздно сожалеть. Je regrette pas du tout, ça va pas du tout. Я совсем не раз сожалею. И отлично. Давайте уже. Будьте смиренны, но будьте отважны. Перечитывай, изучайте. Do you speak English? По-английски говорите? Очень плохо. If I send you a document with all the vows in it, will that helpful? Если я вам пришлю документ со всеми обетами, он вам поможет? Read carefully and Тщательно, промедленно прочтете. Oui. Oui? Okay. Да. He got your email? Франсуа, есть ваша почта? Has he got your email? You got him. He'll give me your email. I'll send you this document. Франсуа мне даст. You ask and be brave, okay? Франсуа мне... You have everything to get enlightened. Be so happy. Франсуа мне даст вашу почту, я пришлю вам весь полный список всех обетов, вы будете читать, все будет замечательно. У вас есть все, чтобы достичь просветления, радуйтесь. Le gros lamrim où j'ai les 18 vœux principaux et puis les vœux secondaires, si c'est de ça. Он уже... У него есть буклет по прибежищу, и ламрис обет высот. Нет, я там просто вам компиляцию пришлю. Вы получали посвящение высшей йога-тантры, да? No? Нет? Tantric vows Тантрические обеты? as well? Также. Les vœux de Chenrezi avec sa sainteté. No, just Chenrezi. Только Chenrezi. Pardon, j'ai pris l'initiation de Chenrezi. Là, j'ai pas compris. Посвящение Chenrezi. Пришлю. Lay vows, refuge, bodhisattva vows. Я пришлю вам документ с документами прибежища, бодхисаттвы, намерения. Keeping all your vows, you're going to get enlightened soon, baby. И когда вы проставите все галочки и будете соблюдать все обеты, то вскоре просветлеете. Next step is high. Следующий шаг — это высший гатантра. И тогда вы на марше. Be brave. Будьте отважны. Good night. Доброй ночи. Jangchub, Semchog, Rinpoche, Ma Ke Panam, Ke Gyuchi, Ke Panyampa, Mepa Yang, Gong Ne Gondu, Paba Shog, may we never develop, even for a moment, Пусть мы никогда, даже ни на мгновение, не разовьем wrong views ошибочных воззрений towards our most precious gurus. относительно своих драгоценнейших гуру With faith and respect с преданностью и почтением, gained from seeing their goodness, обретенным благодаря видению их благости. may their full inspiration Пусть вся полнота их вдохновения into our hearts, вольется в наши сердца. and may we never give up И пусть мы никогда не сдаемся. and delight in your amazing, amazing qualities. Восторгайтесь своим изумительным качеством. Don't dare put yourself down. Не смейте себя принижать. N'osez pas et ne vous rabaisser. Okay? Ясно? Enjoy your dreams. Приятных сновидений. Profitez de vos rêves.